Мы молимся в буддийском храме села Цел. Монгольский чай с молоком. Кстати, хороший. 3-4. Ура! С утра солнце, вечером солнце, все время солнце. Интересно будет попробовать в самом Гоби пиво. Золотая Гоби. Мы уже вошли в фазу стабилизации, адаптации. Дальше будем двигаться без гонки. Приехали в Улгей. Сейчас меняем деньги. Получается сколько? 53 тугрика за 1 рубль. Доброе утро, дорогие друзья. Мы в городе Улгей. Мы вчера весь день проходили границу. И сейчас вот переночевали здесь в городе, в таком монгольском жилище. Вот, а я немножко тут вышел прогуляться по местным улочкам. Вот такие тут здания, дома. Такое все достаточно пыльное, скудное. Раз. Люди скромно живут. Вот такие тут машины разобранные, непонятные. Сегодня будет большой пробег, потому что нужно нагонять потерянное время вчера. Напомню, что мы проходили границу порядка 9 часов. Это было мое самое, наверное, рекордное по длительности прохождения. То есть были, конечно, случаи, когда мы в Грузии там стояли на переходе, часов 7, что ли. Но это был, наверное, абсолютный рекорд. То есть весь день был потерян, и сегодня нужно будет нагонять. В целом мы поедем на юг, как я понимаю, уже через горы, через Алтай монгольский. Вот, через перевалы уже дальше на юг, в сторону Гоби. Сзади меня на фоне, кстати, юртов, в которой мы сегодня ночевали. Юрты здесь везде. Мы проезжали, когда прошли границу, там видели много-много юрт. Естественно, они немножко другие там по форме. Как нам объяснили, это казахские юрты, есть монгольские юрты. То есть они все в общем-то, внешне отличаются, и специалисты их могут определить. Я так сходу, наверное, не смогу. Такая тут юрта у нас была. Ну и матрас, на котором я спал. Кровати, в общем-то, было достаточно тепло и комфортно. Монгольский Алтай. Область, протянувшаяся с северо-запада Монголии от российского Алтая или Республики Алтай на юг вдоль границы с Китаем до самой пустыни Гоби, в которой она постепенно переходит в Гобийский Алтай. Горы Монгольского Алтая занимают более 70% площади северо-западной Монголии. Есть и высокие горы высотой свыше 4000 метров. Эти края преимущественно населяют абаккереи, относящиеся к казахскому роду племен Среднего Жуза. В свое время они перебрались через хребты Монгольского Алтая с территорий современного Казахстана и Китая.
Так, например, свыше 90% населения аймака Баян-Улги составляют казахи. В связи с этим эта часть Монголии является преимущественно мусульманской. В монгольском Алтае нам попадалось много перевалов, в том числе и затяжных до 3000 метров. В такие крутые подъемы в условиях сильной жары рекомендуется заходить на накачанных колесах, хотя бы до 2 атмосфер, чтобы машина не грелась из-за дополнительной нагрузки и сопротивления. Друзья, в общем, продолжаем мы ехать. Второй день в Монголии. Сейчас движемся через перевал, около 3000 здесь. Высота, ну что, ветрено, снежные вершины, вообще виды, конечно, потрясающие. Мы сейчас продолжаем ехать. Находимся недалеко от местечка Булган, где мы хотели попробовать монгольских чебуреков. Сегодня суббота, все закрыто, ничего не работает. В общем, перекусить не удалось. Юрты, течет речка, а вот там видна небольшая роща, и вообще в целом здесь так достаточно яркие краски, насыщенные преобладают. Сейчас потому что ехали, но сплошная пустыня, песок и камень. А здесь вот такое все живенькое. Наконец-то доехали до места, которое, возможно, станет нашим полевым лагерем сегодня. Ой, 570 километров прошли, да? Ой. На этом сегодня будем закругляться. Друзья, привет! Начинается третий день нашего путешествия по Монголии с посещения вот такого места, которое называется Обо. Вот в Тыве, в Монголии, видимо в Бурятии, в других регионах, у них вот принято таким вот в местах Обо оставлять что-то, какое-то подношение духом. И вот мы сейчас как раз к этому Обо духом понесем монетку, с тем, чтобы они нас оберегали во время путешествия по этой стране. Значит, пойдем сейчас кормить духов на такую гору, вот, где располагается Обо. Сегодня у нас относительно небольшой пробег, 300 километров будет. Сейчас впереди будет небольшой населенный пункт под названием Булган, где мы пополним запас пропитания, воды и топлива. А вот и Обо. 10 рублей. Таким образом задобрим духов. Как называется город, в который мы приехали? В каком мы городе находимся? Булган. Закупились продуктами в Булгане. Вот тут наш скромный набор. Интересно будет попробовать в самом Гоби пиво «Золотая Гоби». Всем привет еще раз. Мы в Булгане. Это где-то в Западной Монголии. Где я еще потом уточню. Темп движения такой быстрый, что мы на третий день еще только вкатываемся. Я решил съесть монгольскую мороженое. И что? Это означает, что мы уже вошли в фазу стабилизации, адаптации.
Дальше будем двигаться без гонки, когда мы спим по 5-6 часов все. Это Олаф, мотопутешественник-одиночка из Германии. Интересный человек. Он рассказал, что у себя в Германии работает в офисе и таким вот экстремальным методом отдыхает от европейской цивилизации. Олаф предпринимал попытки присоединиться к нашему коллективу еще на старте в Кушагаче. Тогда Евгений Шаталов любезно снабдил его треками маршрута, так как выяснилось, что они гораздо круче, чем те, что были у него с собой. Вначале мы периодически пересекались с Олафом, но в целом наш темп движения не совпадал. На этих кадрах Олаф рассказывает, что у него не получается нормально поспать из-за того, что практически нет населенных пунктов, вокруг сплошная степь и сильный ветер, что он голодает из-за отсутствия каких-либо столовых, кафе, а с собой много еды не увезешь. В следующий раз мы увидим Олафа только в Южном Гоби, в песках Хангарнелс. В Гоби Алтай он проехать так и не смог, из-за сильной жары и песков. Фу, опять солнце с моей стороны. С утра солнце, вечером солнце, все время солнце. И с моей стороны. Снимаю шляпу перед монголами. Мне, городскому жителю, не понять, как можно круглый год выживать среди камня, песка и глины, имея минимум удобств и привычных нам ресурсов, таких как, например, лес. Чем дальше мы двигались на юг страны, тем пустыннее и засушливее становилась окружавшая нас местность. Иногда в долинах либо у подножья гор попадались отдельно стоящие глинобитные постройки и загоны для скота. Многие из них почему-то пустовали. Как я потом понял, это стационарные стойбища, которые монголы используют в зимний период, когда интенсивность кочевой жизни сходит на нет. В небольших монгольских деревнях юрты соседствуют с каменными постройками с плоскими крышами. Так удобнее сушить кизяк, который используется для обогрева жилья зимой. Хозяйства обнесены каменными либо деревянными заборами. В одной из деревень на пути в Гоби-Алтай мы посетили монгольскую юрту. Местный житель любезно показал нам свое жилище, которое оказалось очень уютным и богато обставленным. При входе в юрту был небольшой тамбур. Как нам объяснил хозяин, тамбур нужен для того, чтобы вход в юрту не заметало снегом зимой. Какая крутая юрта. Very good. Здесь зимой не должно быть холодно. Ну, печка стоит. Монголия — это страна не дорог, а направлений. В степи и пустыне попадается множество дорог, идущих на первый взгляд параллельно друг другу. Однако не все они в конечном итоге складываются в единое целое. Часто случается, что какая-то дорога уходит в сторону от основной, так что потом приходится сворачивать и напрямки возвращаться на заданный курс. Асфальтовых дорог в Монголии немного, хотя, конечно, за последние 20 лет, прошедшие со времен моего последнего пребывания в этой стране, количество дорог с асфальтовым покрытием заметно увеличилось. Появились в том числе и платные дороги. Друзья, привет! 4-й день нашей экспедиции по Монголии. Мы движемся в сторону Гоби. С каждым днем сейчас становится все жарче и жарче. Сейчас находимся в районе Алтай-Гоби. Монгольский Алтай переходит постепенно в Гоби, и здесь уже, соответственно, меняются пейзажи. Это какой-то гог. Его выкупили китайцы. Сейчас здесь добывают то ли медь, то ли железную руду.
Друзья, я в местечке Цел, такой населенный пункт, где мы рассчитываем поесть что-нибудь, купить и заправиться перед заездом в Гоби уже непосредственно. Как дела? Хорошо, очень пыльно. Мы нашли мусорку. Нам осталось заправить машину, купить воды на ближайшие 3 дня. Ну и хорошо бы было бы, если бы мы нашли кафе. Хорошо бы, действительно. Но мне кажется, его здесь нет. Сейчас мы здесь будем пробовать монгольские чебуреки, которые называются кушуры. Так готовят монгольские кушуры. Я сейчас только себе возьму тоже. Монгольский чай с молоком. Да. Ну, кстати, хорошая. Без всякого запаха. Попробуй. Ты что, совсем что ли? Я и так-то ничего не ем. Едим монгольские кушуры. С американским кетчупом. Весьма достойная вещь. Посмотрим, что будет дальше. По результатам поедания. Я думал, что будет пахнуть бараном, там, жирное, а оказалось, что вполне. Продолжаем прогулки по поселку Цел. Ну, интересно тут так. Люди живут среди камня. То есть никакой зелени, ничего вообще даже близко нет. Ну вот есть какая-то трава. Вот такая. Среди пустыни и камней. Стоят домики. Такие разные домики. Юрты. Прямо во дворах. То есть юрты вперемешку с домами. Вот наши товарищи. Мы с ними вместе путешествуем. Команда «Майские жуки». Очень прикольные, веселые ребята. Шансов прочитать, кто это и что это, естественно, нет. А отсюда открывается вид, собственно, на Цел. Вот то здание с белыми колоннами. Это Дом культуры. Вот там при въезде заправка прям в скале. Вот, и здесь вот, смотрите, здесь юрты стоят прямо во дворах. А вот там какой-то храм. 2 пагоды и храм. Довольно большое село. Буддийский храм в селе Цел. Такие тут барабаны. Написана молитва. Покрутим барабаны. Крутилка где? Вот она. Так, крутим. И загадываем желание. Село Цел. Село Цел. Мы молимся в буддийском храме села Цел. Местный дом культуры в Цел. Местная доска почета. Все герои села перед нами. Старый паркет шуршит под ногами. Вот такой вот с лошадью инструмент. Традиционный. Только бы знать, как он называется. Буря на нас идет. Сильный ветер. Сегодня, наверное, первый день, когда мы не гоним, не мчимся, не нагоняем. То время, которое мы потеряли на границе, а будем двигаться в вполне комфортном режиме. То есть время оглядеться по сторонам. Заехали вот в Цел, заправились, пополнили запасы, попробовали национальные монгольской кухни. Ну что я могу
Казалось, что до горы Эчхерхан нам рукой подать, однако ехали мы к ней практически час. По равнине то тут, то там возникали и носились полевые смерчи. Сначала на равнине дорога четко читалась, но ближе к скалам начался объезд через участки, заросшие саксаулом. Дорога портилась, становилось все больше песка, и машина шла с трудом и в натяг. Воздух буквально на глазах накалялся, температура повышалась. Существует легенда о том, что именно в этих краях видели знаменитого мифического червя-убийцу Олгой-Хорхоя. Среди местных жителей считается, что эти места обладают очень сильной энергетикой, поэтому монголы чтят гору Эчхерхан как священное место. Наконец-то мы приехали в точку лагеря здесь, в районе этой горы со сложным названием, которое невозможно не произнести, не запомнить, к сожалению. Так, ну вот сейчас идем на ближайшую достопримечательность. Это вот те самые колодцы с водой. Температура при въезде в Гоби стала повышаться. Вот сейчас уже доходила до 33 градусов. Ну и вполне, я думаю, будет 40, а то и больше. Вот пустыни, а растут такие, произрастают кустарники с непонятными ягодами. Естественно, это все дело колючее. Что за ягоды? Не знаю даже. Интересно то, что в этом году нам повезло, потому что Гоби зеленые. То есть здесь местным меркам климат очень жаркий. Это лето оно выдалось таким прохладным, получается, да, и из-за этого, ну, мы застали еще Гоби, когда она вся зеленая, цветет. Ну, обычно это очень редкое явление, потому что здесь в июне уже все выжженное и никакой зелени нет. Как тебе дорога? Так, лезем сейчас к 7 колодцам. Попробовать бы не упасть тут. Опа. В общем, мы приехали на 7 колодцев, 7 или 9. До верха мы не дошли. Основные 3 колодца здесь. Сейчас будем здесь освежаться. Вань, только не ныряй. Почему? Ну, мне кажется, это опасно. Опасно? Ну, лучше не надо. О! Хорошо! Говорят, здесь бывает случаи, что люди не могут сами вылезти, потому что здесь все очень илистое. Поэтому вон там такие веревки, а здесь нет веревки. Смотри, и мы сами с помощью силы своих рук отсюда вылезаем, по крайней мере. Ух ты! Ой, супер. Вань, только туда не свались. Так. Я еще буду. 3, 4. Ура! Дна не видно. Фу, в общем, искупался я в одном из 3 колодцев. Сейчас жара, мне кажется, уже к 40 ближе. Ходить, по крайней мере, по камням нереально. А там дальше еще. Сколько там? 3 колодца. Я бы сходил, посмотрел, но я спалю ноги себе, кажется. Привет, друзья! Начинается день 5 нашего монгольского турне. Мы приехали к какому-то памятнику.
стоящая в пустыне фигура женщины монгольской. Продолжаем ехать сегодня через Гоби весь день по степям. Будет одна заправка. Ну и надеемся сегодня еще искупаться. Друзья, мы по-прежнему в Гоби. И я хотел показать тут такие пейзажи, похожие на африканские прям саванны. Или как там их называют, уж не знаю. Здесь в пустыне даже деревья растут. Они такие причудливой формы, небольшие, корявенькие, но выглядят очень необычно. Спокойненько тащит, а ты спокойненько потом помогаешь колесиками. Хорош? Поехали потихонечку. Давай. Хорошо. О, вышел, отлично. Спокойненько. Еще чуть-чуть. Хорош. Спасен! Такие интересные надписи. Здесь у нас вертолет, тут у нас медведь. Welcome to Баян-Турой. На самом деле медведь тут изображен не просто так. Это гобийский бурый медведь, по-монгольски мазалай, обитающий в пустыне Гоби. В Красной книге, кстати, имеет статус очень редкого зверя. По последним оценкам, размер его популяции составляет не более 30 особей. Это, кстати, очередное стационарное стойбище. Видимо, где-то рядом имеется источник воды. Как я уже рассказывал в предыдущей серии, монголы используют эти строения в зимний период, когда интенсивность кочевой жизни сходит на нет. В пустыне еще монголы умудряются каким-то образом сено заготавливать. Здесь я когда увидел первый раз наши советские комбайны Нива, я подумал, что это что-то из забытого прошлого. А нет, здесь вот пара свежих комбайнов в этом хозяйстве. Видимо, и пустыня дает возможность траву косить и таким образом заготавливать сено. К концу дня, уставшие, но довольные, мы добрались до центра Самона Баян-Ондор в Южной Монголии. Помню, что в этом поселке нам удалось пополнить запасы топлива и провизии, а также найти душ, который располагался в одном из сельских магазинов. В следующей серии мы продолжим наше путешествие по Южной Гоби.